Мимо меня пролетел парень, на мгновение мы встретились взглядом. Он вдруг развернулся в полете, чтобы видеть меня, и улыбнулся. Непризнанная. Произнес это как данность и почему-то рассмеялся, чтобы затем отвернуться и нырнуть вниз для ускорения. Странный тип. Тряхнул меня, схватил за запястье и оттащил от дома. Что ты творишь? Не знаешь правил? Так и знал, что за тобой нужен глаз да глаз. Выдала ему все. Ты и правда думал, что он поверит? Я оттолкнула его от себя, поспешно вытерла лицо от слез и с вызовом посмотрела ему в глаза. Ты следил за мной? Да, и что? Кто ты такой и какое тебе дело? Меня зовут Дина. Но Дина опоздал из-за меня. Вступиться за Дина. Это я виновата, ангел Фенцел, я задержала его. Дина ничего не сказал, только медленно закрыл глаза. Еще лучше. Не этого я жду от тебя, сын. Ангел Фенцел поджал губы, развернулся и пошел по коридору. Я сделала что-то не так? Да, еще когда нарушила правила. Он сказал это спокойно, но немного вымученно. Дина повернулся ко мне и недоверчиво оглядел. Он словно бы пытался разгадать ход моих мыслей. Ты вступилась за меня. Это было очень глупо. Это вместо спасибо? Я не обязан говорить тебе спасибо. Эта ситуация возникла из-за тебя. Знаю. Но я ценю то, что ты сделала для меня. Он посмотрел куда-то в сторону и кивнул своим мыслям. Да, ценю. Изучаешь окрестности? Я вздрогнула, не ожидая, что во дворе есть кто-то еще. Не хотел тебя пугать. Дина вышел из тени. Что ты здесь делаешь? Смущенная своей реакцией, я задала вопрос немного резче, чем следовало. Гуляю. Один? Я всегда один. У тебя нет друзей? Нет. Почему? Он удивленно кинул мне взглядом и вдруг рассмеялся. На секунду я забыл, что ты всего лишь человек. Я вспыхнула, оскорбленно взяла на подбородок. Всего лишь человек? Не хотел тебя обижать. Хотел меня пугать, обижать. Как-то ты не справляешься. Дина улыбнулся кончиками губ и из-под лобья наблюдая за мной. Он обошел меня, словно хотел разглядеть со всех сторон. Дина провел кончиками пальцев по моим перьям. Я снова вздрогнула. Прости, я огляделась, чтобы скрыть нахлынувшее смущение, и заметила вход в сад-лабиринт. Я видела его, когда мы подлетали с Выром. Этот лабиринт очень большой. Его называют садом Адама и Евы, но тебе туда лучше не ходить. Почему? Говорят, любой, кто туда заходит, становится заложником своих страхов и желаний. Они не отпускают заблудшего, и тот не находит выхода, пока окончательно не сходит с ума и не умирает. Звучит как детская легенда. Тем не менее, туда никто не заходит. По крайней мере, за всю мою жизнь не было ни одного случая. А сколько тебе лет? Не знаю, мы не празднуем дни рождения, как вы. Время здесь более эфемерно, чем на Земле. Чтобы хоть как-то унять нервы, я вышла прогуляться во двор и столкнулась с Дина. Тоже чувствуешь себя не в своей тарелке? Да, немного. Это все так странно. Дина сложил руки за спиной и выглядел напряженным. Он стоял прямо и держался, словно солдат перед командиром. Он кивнул в сторону сада. Может, прогуляемся? В сад Адама и Евы? Ты же говорил. Ох, нет, мы не будем заходить в лабиринт. Хорошо. Мы прошлись вдоль лабиринта и остановились возле статуи Ангела Демона, такой же, какую уничтожили сегодня на факультете ада. Зачем кому-то понадобилось разрушать статую? Кто-то хочет накалить отношения между демонами и ангелами. Но кому это нужно? Это моя догадка, кто знает, что вообще происходит.
Дина сел на скамейку и посмотрел на каменное лицо полуангела-полудемона. Я присела рядом. Много лет я прихожу к статуе равновесия, чтобы помолиться шефу, но никогда не слышал его голос. Как, вероятно, и он мой. Дина чуть-чуть помолчал, обернулся ко мне. Каково это молиться Богу там, на земле, когда твои молитвы еще сложнее услышать? Может, смысл молитвы не в том, чтобы услышать ответ, а в том, чтобы получить надежду и просветление, а затем найти решение самому? Дина улыбнулся, посмотрел на меня открыто и очень по-доброму. Возможно, ты права. Он о чем-то задумался, вдруг нахмурился и погрустнел. Прости за ту сцену, что была во дворе с Люцифером. Все нормально. Но что между вами происходит? Дина пожал плечами. Здесь много талантливых и сильных ангелов и демонов, и все они хотят пробиться наверх. Власть. Она притягивает всех словно магнитом. Мы с Люцифером считаемся лучшими учениками школы, что автоматически делает нас соперниками. Но для Люцифера, наверное, унизительно соперничать с сыном простого учителя. Мне приходится бороться за свое место, за каждую искру своих способностей. Может, именно это и раздражает его во мне. Он считает меня выскочкой. Дина снова улыбнулся, но без злобы и обиды. Он взял меня за руку, осторожно, едва касаясь. Спасибо за разговор. Думаю, нам стоит вернуться, мы слишком долго наедине могут хватиться. Многие остаются наедине, за этим-то не слишком следят. И все же. Мы встали со скамейки, но я споткнулась и полетела на статую. Дина протянул руки и заключил меня в объятия, спасая от падения. Ох. Мы замерли так на несколько секунд. Я посмотрела ему в глаза и словно бы утонула в них. Поцеловать его. Его губы были такими манящими, такими мужицами, что я не удержалась. Всего секундный порыв, и вот я стала на носочки, прижалась к нему и чмокнула его в губы. Он будто одеревенел, не двигался и даже задержал дыхание. Тогда я снова коснулась его губ, облизала их, укусила нижнюю и потянула на себя. Его руки обвили меня крепче. «Ксения?» Дина повторил мои движения, и мы стали целоваться, медленно и чувственно изучая друг друга. Ангел приподнял меня, поменял местоположение и перешел к чему-то холодному и твердому. Оперся на это одной рукой, а затем вдруг почувствовал, что-то резко отпрянул. Он смотрел на нашу опору, и взгляд его был удивленно болезненным. Я обернулась. Статуя равновесия словно бы глядела на нас с осуждением, напоминая собой, как важно сохранить единство двух сторон, не переходя границ. Что мы делаем? Это строго запрещено. Но другие... Я не такой, как другие. Дина сказал резко, беспрекословно, как отрезал. Это запрещено, Ксения. Он словно разозлился, но на себя. Его глаза беспокойно бегали от одного угла в другой, будто он искал какое-то решение. Ты моя темная сторона, Ксения. Что мне с ней делать? На этот раз он посмотрел на меня, и в глазах его была едва ли не мольба. И я... Забудь, что здесь было. Он развернулся, давая понять, что разговор окончен. Когда мы остались одни, Дина медленно повернулся ко мне, но по-прежнему смотрел сквозь меня. «Дина, ты поступила очень глупо. Я знаю, но это моя жизнь». «О какой жизни ты говоришь?» «Обо всех». Он усмехнулся, но без злобы, скорее устало. «У тебя больше нет земной жизни. Ты просто гость, который пришел выполнить задание, которое уйдет после. Ни больше, ни меньше. А вместо этого ты устраиваешь цирк и еще впутываешь в это Люцифера». Взволнованно он взял меня за плечи и посмотрел в глаза. «Люцифер — последний человек, которому ты могла довериться. Глупая». «Это ты глупый». Мы смотрели друг на друга слишком долго, и оба в какой-то момент смущенно отвернулись. «Ты была когда-нибудь у мыслительного дерева?»
Нет, а что это? Самое старое дерево на летающих скалах. Оно очищает разум и избавляет от плохих мыслей. И просто красивое место. Хотела бы посмотреть? С радостью. Но туда придется лететь. Ты уже научилась? Не мог бы ты меня подбросить? Ты все еще не умеешь летать? Пока не уверенно себя чувствую. Если не будешь практиковаться, никогда не научишься. Не переживай, я, если что, подстрахую. Следуй за мной. Он раскрыл крылья, оттолкнулся от земли и взлетел. Еще несколько взмахов, и он был уже в десятках ярдов от меня. «Эй, подожди!» Шорох крыльев, то, как перья поддавались ветру, и в то же время укращали его, все это опьяняло. Для меня полеты все еще были напряженными, но для рожденных летать это так же просто, как и ходить. Дина протянул руку, я вложила свою ладонь в его. Мы поднялись достаточно высоко. Вскоре показалось огромное дерево, возле которого посапывал морской дракон. «Фыр?» Я встала на летающую скалу, и она слегка качнулась под моим весом. Фыр поднял голову и задержал взгляд на мне и Дина, и снова закрыл глаза. «Хочешь лечь рядом с ним?» «А Фыр не будет против?» «Не бойся». Я подошла к нему поближе, потопталась рядом, не решаясь. Наконец легла неподалеку и положила голову прямо ему на шею. «Тише, мальчик». Я почесала его за ушком, и тот довольно заворчал. Дина устроился рядом со мной. «Теперь смотри на эти огонечки. Видишь их?» Вместо листьев дерево было покрыто чем-то похожим на светлячков. Они трепетали под ветром, загораясь и то ярче, то почти погасали. «Вижу». «Смотри на них». «Смотрю». Тревога, которая тяжелым грузом лежала мне в груди, стала рассасываться. Самые темные мысли и страхи начали отходить и растворяться. Появилась легкость, почти нездоровая эйфория. Я рассмеялась, раскинула руки, вдыхая полной грудью. «Как это работает?» «Не знаю. Оно просто работает, вот и все». Знаешь, у бессмертия бывают свои недостатки, и иногда хочется уйти в небытие. Это дерево помогает очиститься. Повернулась к Дине и стала рассматривать его лицо. Из какого-то внутреннего порыва я протянула руку и коснулась его щеки. Он вздрогнул, накрыл мою руку своей, чуть сжал и медленно убрался с его лица. Затем отстранился и стал гладить Фыра. Нужно быть осторожными, понимаешь? Да. Он встал и протянул руку. Пойдем, нас хватятся. Я почесала Фыра за ушко и нырнула в пропасть за ангелом. Все подошли к водовороту и стали парами, как их распределили прыгать вниз. Дина неслышно встал позади меня, но я почувствовала его энергию и улыбнулась, повернувшись к нему. «Сегодня мы вместе?» «Сегодня я твой учитель». Он встал спиной к водовороту. «Прыгнешь сама или со мной?» «Прыгну с тобой». Улыбка Дина стала шире. Он раскрыл объятия, позволил себе обнять меня за талию. «Закрой глаза». Закрыла. Дина откинулся назад. Некоторое время я чувствовала невесомость, сильнее сжалась в Дина. «Не бойся». Я вернулась к Дину. И как я справилась? Неплохо, но задание было несложным. Говорим все в школе. Черт, мне нужно в отель узнать насчет моего убийцы. Что делать? Сказать правду. Дина, у меня есть дела здесь, на земле. Дай угадаю, ты хочешь дальше расследовать свое убийство? Мне кажется, еще немного, и я выйду на след. Ты с ума сошла? У тебя в школе и так все идет не так, чтобы гладко.
У тебя не получается соревноваться ни в скорости полета, ни в теоретических знаниях, или в способности чувствовать энергию. Мой отец не любит тебя, а Гера это считает бездарностью. Ну, спасибо. Не обижайся, я переживаю за тебя. Ты на грани отчисления. Дина выглядел по-настоящему обеспокоенным. Тебе нельзя рисковать, и уж тем более нарушать закон невмешательства в свою жизнь. Если об этом узнают, сразу исключат. Никто даже не станет бороться за то, чтобы оставить тебя, понимаешь? Мне плевать. Я достала из кармана амулет и помахала им перед лицом Дина. Эта штуковина скроет меня от зоркой администрации школы. Никто не узнает, что я делаю. Где ты это взяла? У твоего отца. Дина схватил меня за руку, в которой я держала амулет. Обкрадываешь моего отца и не стесняешься? Стесняюсь очень, но другого выхода нет. Я нажала на амулет, и он засветился ярче. Прости, но у меня не так много времени. Я с тобой, не хочу, чтобы ты наделала глупостей. На самом деле мне было спокойнее с Диной, но я не подала виду. Как хочешь. Дина подошел ко мне, развернул к себе, приобняв за талию. Так, закрой глаза. Дина, ты правда думаешь, что? Закрой. Хорошо. Теперь представь, что ты распустившийся бутон со своим уникальным ароматом. Представь, как твой запах распространяется на всю комнату и как он соединяется с остальными запахами. Эти запахи и есть энергия. Запомни их. Дина говорил, и слова, едва срываясь с его губ, становились реальностью. Я чувствую. Дина подошел к кровати и сел на корточки. Его лицо было совсем близко к моему. Ты плачешь? Он осторожно смахнул слезу с моей щеки. Нам, наверное, пора. Да, пожалуй. Когда мы собрались, Дина призвал водоворот. Спасибо за все. Ерунда, но будь осторожней, прошу. О, привет. Она держала под руку Дина. Как тебе бал? Дина смотрел на меня тепло, с интересом, словно давая понять, что он ко мне расположен. А вы встречаетесь? Ну, раз вы пришли вместе. Вопрос вышел беспардонным и бестактным. Лилу и Дина переглянулись, но ничего не ответили. Нужно быть аккуратнее с лифтом. Я рада, что Люцифер пропустил тебя на другой уровень. Похоже, даже он понял, что было нечестно ставить тебя против такого, как он. Похоже. Я улыбнулась, но улыбка вышла кривой, натянутой. Ксения, можно тебя на секунду? Лилу? Идите. Вышли на балкон, где можно было уединиться. Дина остановился, глядя куда-то вперед и не оборачиваясь ко мне. Хотел сказать, что между мной и Лилу ничего нет. Я не сдержала радостной улыбки, хорошо, что он этого не видел. Знаю, зачем я это говорю. Я обошла Дина и встала перед ним, коснулась его лица. Спасибо, что сказал. Дина снова уставился на открывающийся перед нами горизонт. Его взгляд стал суровым и сосредоточенным. Словно почувствовал, что я наблюдаю за ним, Дина обернулся. Что? О чем ты думаешь? Он чуть промолчал, будто раздумывал, говорить или нет. Если для твоего благополучия придется пропасть из своей жизни, я пропаду, Ксения. Но это не будет означать, что мне плевать на тебя. Меня тронули эти слова, и я в порыве прижалась к нему. Подняла голову, поцеловала его. Я встала на носочки, поцеловала его в щеку, но не отстранилась, а замерла. Ангел тоже не двигался. Он чуть повернул голову ко мне, но не полностью, словно боялся приближаться к моим губам. Ну вот опять.
Ты настоящая дьяволица, ты знаешь об этом? Разве? Дина развернулся ко мне, обхватил мою талию и примкнул к губам, но остановился, наблюдая за моим лицом. Он усмехнулся тому, как охотно я потянулась к нему для поцелуя. Ты? Но Дина не дал мне договорить. Наши губы встретились и сплелись в танце, ритм которого мы мгновенно уловили. Запустила пальцы в его волосы. Дина, тише. Мы взволнованно прекратили целоваться, отошли друг от друга, только взглядами говоря о своем желании. Но прошло пару секунд, и мы снова сжали кольцо объятий, целуясь так отчаянно, словно в последний раз. А может, так и было? Когда мы прекратили, Дина погладил меня по щеке и тихо, словно успокаивая, сказал: «Нам нужно быть осторожнее, Ксения». «Мы будем». Он покачал головой и рассмеялся. «Ну да, конечно. Иди сначала ты, а я выйду через пару минут». «Хорошо».